Путинская война коснулась в России почти каждого. В ужасе, все в ужасе, в шоке. Все друзья приходят, не верят, что он погиб. У большинства людей есть знакомый или родственник, которого мобилизовали. Верните просто детей. Каждый пятый в стране знал лично кого-то, кто погиб во время этой войны. Это не шутки, это не ужасный сон, не выдумки пропаганды. Это реальность. А 17 марта пришли вот. Сказали, что он умер. Россия превратилась в кошмар наяву. Десятки тысяч трупов, воющие от горя матери на кладбищах, подонки-чиновники, гордо вручающие торт, полотенца или дрова за убитых мужей и детей. Вручение цветов со сладкими презентами семьям погибших военнослужащих на специальной военной операции. Армия, куда идут служить из-за нищеты, из-за безысходности или из-за того, что по телевизору наврали, что Родина в опасности. Ну а потом эти матери, эти сестры и жены бегают по ростовским моргам, чтобы опознать родственника по оторванной ноге. Бандит и преступник Пригожин записывает видео на фоне трупов. 9-летняя девочка в Киеве убита российской ракетой в День защиты детей. Видимо, она жила на критическом объекте инфраструктуры, ведь бомбят-то вроде как только их. Принимаются исчерпывающие меры по исключению гибели гражданского населения. Война. Та самая трехдневная специальная военная операция. 1 год и 3 месяца спустя идет уже в России. Западной границы страны не существует. В Белгородской области бомбят дома, обстрелы, массовая эвакуация. Диверсионные группы берут в плен пограничников и мобилизованных. Российская армия и ЧВК «Вагнер» обстреливают друг друга. Это Россия сегодня. Это то, во что вашу жизнь превратил Путин. Она обречена. Уже ни один, даже самый отбитый турбопатриот не может отрицать: Россия эту войну проигрывает. И пока Путин у власти, дальше будет только хуже. Больше трупов, больше искалеченных жизней, больше пригожинских зэков на свободе, больше слез, больше бедности и смертей. Безумных и, я бы сказал, бездумных. Но вы знаете, есть люди, которых этот ужас не коснулся вообще. И не коснется. Это путинские элиты. И особенно их блатные детишки. Где сын Медведева, например? Ему 28 лет. Казалось бы, иди дослужи, соколик. У тебя отец в Телеграме рассказывает, что вот-вот и Третья мировая война. Что это? Объявление войны Российской Федерации. И уже в этом случае все наши средства, ракетные и прочие, полетят в Бундестаг, в офис канцлера и так далее. Но нет. Илья Медведев не на фронте. Он вступает в Единую Россию. Я поздравляю со вступлением в партию «Единая Россия». Спасибо. Сыновья Патрушева заняты зарабатыванием миллиардов. Дети пропагандиста Соловьева пробуют себя в модельном бизнесе и получают американские паспорта. Ну и главный вопрос. А где, собственно, сын министра обороны Шойгу? Роет окопы под Марьинкой? Может быть, он служит на погранпункте или защищает Шебекина? Ну, согласитесь, это элементарный вопрос чести. Ты генерал, пусть даже ни дня не служивший. Ты лицо войны. Ты решаешь, кто, откуда, в каком количестве отправится на фронт. Посылаешь людей на смерть. Ну, наверное, беря на себя такую ответственность, ты и сам будешь жить соответственно, по совести. Согласен с вашими выводами. Мы нашли сына Шойгу. Нет, не в военной части, не в окопе и даже не в теплом кресле в Генштабе. Мы нашли его в хит-параде Европы+. Это Данила Сергеевич Шибунов, или певец Шеба, Шеба Сингер, как он сам себя называет. И, как несложно догадаться, просто взглянув на Шебу, это родной сын Сергея Кужугетовича Шойгу. Шеба – восходящая звезда шоу-бизнеса. В 22-летнего Данила, который раньше собирался стать профессиональным футболистом, теперь вкладывают миллионы. Он решил стать поп-певцом. Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног. Немного предыстории. Вообще-то у Шойгу официальных детей двое, 2 дочери. Это Юлия Шойгу, она работает в МЧС, и Ксения Шойгу, глава Федерации триатлона России. Она занимается гонкой героев, бегает всякие марафоны.
Вы наверняка слышали о ее муже, блогере Алексее Столярове. Если нет, посмотрите сами его инстаграм, вам понравится. Там бывший спортсмен, который бы очень пригодился на фронте, качается, снимается в странных скетчах и записывает новостюшки. Новостюшки, которые мы заслужили. Я, как в прошлом спортсмен и легкоатлет, для меня это настоящая боль, потому что на последних соревнованиях по легкой атлетике выиграла некая Петрилла. Но, несмотря на то, что Шойгу до сих пор официально женат на матери Юлии Ксении, это абсолютно не мешает ему иметь и других жен, и других детей. В начале 2000-х у него завязался роман со стюардессой МЧС Еленой Шибуновой. Это не любовница какая-то, это настоящая вторая параллельная жена. Шибуновой сразу выделили жирненький бюджетный кусок для воровства. Она внезапно стала зарабатывать на господрядах МЧС и Минобороны. Обеспечивать питанием, обмундированием, поставлять материалы для строительства военных объектов. Вот ее дом на Рублевке, по соседству с Ротенбергами. Неплохо, правда? Ну и самое главное. Елена Шибунова родила Шойгу 3 детей. Девочку Дашу, ей сейчас 15 лет, и 2 мальчиков – Степана, 2011 года рождения, и Данила, 2001 года рождения. Это и есть наш Шеба. Все дети ходили в одну и ту же элитную школу «Президент», это на Рублевке. Обучение там стоит около 2 миллионов рублей в год. Старший, Шеба, уже в 19 лет стал заниматься бизнесом. Он стал собственником 2 больших офисных помещений в центре Москвы. Они сдаются и приносят сыну Шойгу под 1 миллион рублей дохода от аренды. Но к черту бизнес. Это скучный пассивный доход. Сын Шойгу, он про творчество. Дайте, пожалуйста, ему микрофон. За несколько дней до начала войны Данила Шибунов начал свою музыкальную карьеру. Завел ТикТок с каверами известных песен. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Вот что он публиковал в день начала войны. Hashtag see you again. Great song, let's do it. It's been a long day without you, my friend. В апреле Шеба объявил о съемках своего первого музыкального клипа. Я лично очень рад, потому что жду много всего интересного. Пока его ровесников-срочников, вопреки обещаниям, отправляли на фронт, сын Шойгу набирал массовку, готовил площадку, разучивал движения и танец для клипа. И 5, 6, 7, 8. Хорошо. Давайте вместе посмотрим этот клип. Остается все-таки надежда, что там будет, если не любые Газманов, но что-то типа шамана. Я русский, во мне кровь отца, иду до конца, встанем и что там еще было. Но нет. Я на самом деле смотрю у вас здесь на экране, очень часто мой клип крутится, я бы, наверное, об этом хотел поговорить. Звучит проигрыш. Мы видим журнал, на котором красуется голый и томно смотрящий в кадр Шеба. Это сын Шойгу. Симпатичная девушка берет журнал, на обратной стороне обложки еще один голый Шойгу. Ну и, наконец, в кадре у девушки на коленках появляется сам виновник торжества. Девушка начинает на нем извиваться. Дальше они извиваются уже вместе, дальше они начинают в страстном синхронизированном танце двигаться по квартире, исполняют какие-то акробатические этюды. Сцена на кухонной стойке, девушка раздевается. Еще больше танцев в квартире, теперь раздетой, перед тем, как они выходят на улицу и начинают танцевать уже в компании друзей у бассейна. Танец заканчивается, и Шеба многозначительно смотрит нам прямо в глаза. Не очень-то военно-патриотично, правда? Вообще Шеба в интервью говорит, что он пишет и сочиняет исключительно на английском языке. Ему так проще. Не получается на русском, как бы не пробовал, но пробовал, честно, но нет, самому не нравится, и оно не идет. Как бы мелодия, она уже подразумевает, как будто бы английский текст, и мне так проще выражать вообще свои мысли и доносить то, что я хочу донести. Если не на английском, то можно на испанском, на нем он тоже говорит с детства.
Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Следующее и последнее видео на канале Шебы – это небольшой клип, выпущенный 25 ноября. В этот день Путин встречался в Новоогарево с матерями воюющих и погибших в Украине. Там он сказал, что их дети могли спиться и умереть, но их убили на войне, так что жизнь вроде как прожита не зря. Некоторые ведь живут или не живут непонятно, и как уходят от водки там или еще от чего-то. Непонятно. А потом ушли, жили и не жили. Тоже мне и незаметно пролистнулось как-то. То ли жил человек, то ли нет. А ваш сын жил. Понимаете? И его цель достигнута. Сложно оценить по путинской шкале, зря или не зря проживает свою жизнь сын Шойгу. Он в этот день выпустил новый ролик. Мы сначала видим его в постели, он проверяет телефон, встает, одевается, и дальше весь ролик он просто готовит себе смузи. В конце, куда без этого, снова многозначительно смотрит в камеру. Его жизнь оказалась значимой. На обоих клипах бессовестно накручены десятки тысяч просмотров, в то время как на самом деле на Шебу подписаны лишь 600 человек. Ну, что поделать, приходится платить за ботов, не расстраивать же генеральского сына. Вообще, изучив социальные сети сына Шойгу, можно по-настоящему погрузиться в дивный параллельный мир, где нет войны, нет разбомбленных городов, нет детских смертей, мобилизации и самого Шойгу тоже нет. 15 апреля. В Славянске разбирают завалы пятиэтажки, в которую попала российская ракета. Вытаскивают труп двухлетнего ребенка. Шеба в своем инстаграме, цитирую, «заряжает нас хорошим настроением, танцует и исполняет свой шлягер». Конец июня прошлого года. В 20-х числах Украину бомбили каждую ночь. Жилые дома, детский сад, торговый центр в Кременчуге. Через день после этого Шеба жалуется на ужасную занятость. Ни минутки покоя. Спорт, вокал, косметолог, парикмахер и солярий. Ищут сочувствие у нас, не иначе. А знаете, куда сын Шойгу отправился в сентябре, за 4 дня до объявления мобилизации? В Турцию. В отпуск вместе со своим музыкальным продюсером. Пока россиян, часто его ровесников, вылавливали на улице, вытаскивали из домов, отправляли на убой, Шеба купался в море, расслаблялся на массаже, тусовался и кайфовал. Настоящие вокальные данные Шебы здесь особенно заметны. Шебе не надо на медкомиссию. Шебе не нужны отсрочки и брони. Бежать границу тоже не Шебин вариант. Он элитный ребенок. Его папа на фронт не пустит. За него будут воевать другие. Вот прям кайф. Вот он в декабре месяце на чемпионате мира в Катаре. Вот прямо на днях анонсирует нам новый жаркий летний трек. Постит сторис, рассказывает, что обожает Европу и собирается туда этим летом. Я бы на его месте не стала загадывать. Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take it all, but you never get. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Послушайте, какими бы ни были ваши политические взгляды, что бы вы ни думали про оппозицию, про Навального, про этот канал, вы, может быть, искренне верите, что это все происки Моссада, ЦРУ и Ми-6. Но это-то что такое? ЦРУ или НАТО заставило отпрысков Шойгу вот этим заниматься во время войны? Какая западная спецслужба придумала и подкинула Шойгу этого Шебу? Но я 1000 раз обрывал провода, сам себе кричал, ухожу навсегда. Непонятно как доживал до утра. Салют, Вера. Они отправляют ваших детей на смерть, не моргнув глазом, прикрываясь патриотизмом, защитой Родины и гробовыми, которые вам выдадут за труп вашего ребенка. Они говорят, что выхода не было, что пришлось, что нас вынудили. Но почему для их собственных родных детей выход есть, выход нашелся?
Путин рассказывает, что те, кто погиб на войне в Украине, это герои. Но почему их дети, вместо того, чтобы тоже становиться героями, занимаются этим? Один ряженый клоун, тупой как пробка блогер, учащий нас, как похудеть. Другой танцы учит и клипы снимает для хит-парадов. У нас в стране невероятное количество очень болеющих за страну. Когда вы последний раз Шойгу видели? Нет, не этого, а настоящего министра обороны во время войны. На публике он почти не появляется. Комментарии почти не дает. Может быть, он выступил с обращением к нации после того, как диверсионные группы захватили часть Белгородской области? Нет. Может быть, про дроны, взрывающие жилые дома в Москве, дал пресс-конференцию? Тоже нет. Зачем? 9 месяцев назад Шойгу в последний раз говорил что-то об общих потерях российской армии. 9 месяцев назад. И сказал, что на войне погибло 5937 граждан России. Естественно, мы давно об этом не говорили. Не могу не сказать о наших потерях. Наши потери на сегодняшний день – это погибшие 5937 человек. Да он издевается, глумится. Какие 6 тысяч человек? Там в 5 раз больше погибло по самым консервативным оценкам. Для Шойгу и для Путина это не люди, это цифры, пушечное мясо. Ну, вымирает мужское население России. 1 миллион человек уехал, а им хоть бы что, все равно. Бабы новых нарожают. Цена жизни россиянина для Путина равна 0. Не обманывайте себя, как бы не хотелось верить в геройский подвиг и защиту отчизны. Те, кто умирает сейчас, участвуя в преступной войне против Украины, умирают за мечты престарелого диктатора Путина. Не тешьте себя и не давайте тешиться другим разговорами о том, что вот-вот какие-то там красные линии, и наконец-то придет генерал Армагеддон и нанесет сокрушительный удар по фашистам. Генерал Армагеддон, Суровикин, занят тем, что виллы в Сочи по 500 миллиарда рублей искупает. Это является для нас приоритетом. Фашистов, как и секретных биолабораторий, боевых комаров и саранчи-диверсантов не существует. Около 100 тысяч человек, поэтому договорились о том, чтобы в рамках вашего поручения опять же построить развязку. Путина не станет через несколько лет, ему уже 70. А нам с вами с этим дальше жить. Не участвуйте в преступной войне. Не поддерживайте ее, не позволяйте зажравшимся, проворовавшимся генералам убивать ваших близких, пока их близкие наслаждаются жизнью. Когда в стране разруха, когда в стране голод. И последнее, очень важно. Я точно знаю, что такие ролики, такие расследования помогают достучаться до тех, кто, возможно, поддерживает войну или считает, что не все так однозначно. Если вы знаете что-то о коррупции Шойгу, о том, где он живет, кто его новая жена, с мамой Шойгу они давно разошлись, как он ворует в Министерстве обороны, пишите нам обязательно. Даже если это самые мелкие и незначительные детали. Мы все перепроверим, расследуем, докажем и опубликуем. Вы можете связаться с нами через Telegram, по имейлу, через специальный сайт. Мы придумаем безопасный способ получить информацию. Главное, не проходите мимо. Возможно, что-то, что вы знаете, поможет убедить хотя бы нескольких человек не идти на войну, не убивать и не умирать за дворцы и яхты путинской элиты. А это уже очень много. Ну и подписывайтесь на этот канал. Здесь говорят правду. Свободу Алексею Навальному.